Ребята, уважаемые подписчики, всем привет, всем здравствуйте. У нас сегодня новый выпуск, третья серия, почти завершающая по реставрации нашей лодки. Поехали! Итак, друзья, наша лодка. У нас сегодня стартует покраска. Значит, покраска у нас будет состоять из нескольких этапов. Значит, первый этап — это у нас будет борт, вот эта вот часть с отсюда под сюда. И второй этап — это вот эта вот часть по вот этот вот кант. Значит, мы ее всю тут затерли. Кстати, одно пятно осталось, забыл, сейчас затрем. Вот завершающее пятно здесь, сейчас затираем. Берем вот здесь вот еще непонятно, как лучше всего сделать, но скорее всего здесь будет краситься вот так вот до вот этой части, а эту часть пока трогать, наверное, скорее всего не буду, потому что там много моментов, по которым я просто туда не залезу. Сейчас это мне не так сильно важно, тем более это белый цвет будет. Значит, эта сторона тоже у нас уже практически готова все. Надо все затейповать, все обклеить, снять вот это и в принципе будем заворачивать в лодку в полиэтилен и будем приступать к первой покраске. Первая покраска будет у нас эта вот часть, значит, борт, гель-код, то есть здесь будет paint, акрилик, значит, будут разные вещи. Здесь у нас зона, по которой больше используемая, можно встать, поэтому здесь должна быть плотная жижа, которая толстая и упругая, ну и то есть с ней не будет проблем. Здесь можно красить. Поэтому что, будем сейчас приступать. Кстати, у нас сегодня группа поддержки, и Майк, и жена моя будут помогать обклеивать, потому что лодка большая, в одиночку не сильно удобно. Я тот человек, который с первого раза очень редко что-то делает хорошо. Я тот человек, который делает со второго, с третьего раза хорошо, но обязательно я набью шишки в первом разу. Вот такая история у нас из лодки получается. Короче, покрасил я бортик этот. Так-то я покрасил его гель-котом, значит, но какая у нас история произошла? Когда я его начал красить, первый раз мы красили это кассеты, которые в самой лодке изнутри. Я разводил по одному. А здесь развел, получается, по подсчетам, с женой стояли, мешали, короче. И развел, выходит, как сказать, больше затвердителя. И он, этот гель, начал, короче, поначалу было хорошо. А потом он начал кидать вот такими уже соплями, кусками, потому что он начал застывать уже в пульверизаторе. И это прям был трэш. Но мне-то надо было докидывать слоя, поэтому я уже как мог докидывал слоя. В итоге накидал все, что смог. Ну, в итоге 900 миллилитров хватило вот это вот дело здесь обкидать. Ну, во всяком случае, оно беленькое, красивенькое. Но требует вот это вот все засендать наждачкой. И потом придется полировать, чтобы оно блестело. Но тут как бы уже все, без вариантов. Придется заниматься еще и полировкой. Я, конечно, на этот счет не рассчитывал. Вот такая вот фигня. Поэтому, ну вот, бывает, что немножко косяки. Но придется, а что делать? Здесь хорошо, хотя бы у нас будет грунт ложиться. И перекроет то, что нам надо. Это будет лучше. Ну, короче, сохнет эта сторона. И через день будем приступать к той стороне. Вот как-то так. Так, друзья, следующий день подвысох наш гель-код. В общем, есть плюсы, есть минусы. Есть хорошие новости, есть плохие.
из хороших новостей, вот результат. Я вот эту часть вот зашкурил и полирнул. Посмотрите, какое зеркало, как красиво получается, какая гладь. Просто трогаешь рукой, просто бомбей. Просто бомбей. Вот это огонь. Второй момент. Мало кинул сюда гель-коата и сразу прорисовалось. В общем, какой вердикт? Вердикт таков. Сюда краска приехала. Не приехала еще. Сюда приехал уже грунт. Мы сегодня будем грунтовать борт. А эту часть, которая у нас получилась такая вот штука, я заказал галлон целый этого гель-коата. Мы, наверное, еще один слой, я его зашкурю, еще один слой, наверное, придется дать, потому что результат нравится, хороший, но местами я где-то провтыкал, и в итоге есть проблема. Поэтому, скорее всего, мы дадим сверху еще один слой, а сейчас пока будем грунтовать борт. Так, короче, ребят, приехал, значит, нам праймер. Этим мы будем покрывать сверху. Так, а что у нас два? Праймер, финиш. Не понял. Это конвертер, а это база. Значит, это размешивается, у нас там есть инструкция, сейчас надо почитать, по-моему, 2 к 1, если я не ошибаюсь. И еще у нас есть, значит, где-то здесь растворитель. Так, редюсер. For spray applied uretan top coat. Это у нас для краски. Спрей конвертер. Top coat конвертер. VL2. Значит, так, подождите. Редюсер. Ага, все, у нас вот редюсер, конвертер, праймер. Стандарт редюсер for праймер. Вот он. For epoxy праймер, стандарт редюсер. Вот это наших 3 компонента здесь и 4 компонента здесь. Значит, вот этим мы сегодня сейчас будем покрывать наш ладос. Значит, ну и там, 14 часов надо ждать. То есть только завтра мы продолжим что-то с ней дальше под наждачку работать. В общем, сейчас будем это все колотить и будем пробовать наносить. Поехали. Прошелся первым слоем. Теперь ждем 1,5-2 часа. Смотрите, результат налицо. Красота прям. И хочу сказать, что очень хороший праймер от компании AVL Grip. Просто бомба. Почему вообще не пылило ничего, практически вообще не пылит, хорошо ложится, ну прям вот понравилось. Лодочка прям приобрела вид, беленькая пушка. Вот, теперь ждем 2 часа, ложим еще один слой, и потом еще 2 часа и ложим еще один слой. Короче, времени очень много для того, чтобы что-то поделать, поэтому буду заниматься своими делами. Тут как бы будем ждать, пока высохнет. Так, погнали второй слой делать. Уже начал наносить. Хорошо получается, очень нравится результат, как выходит. Надеюсь, что получим конфетку из лодки. Так что продолжаем второй слой спустя 2 часа. Итак, у нас есть второй слой, и есть опять проблема. Короче, подул ветер, сволочь такая, этот ветер. И здесь вот сделал вот такую вот бяку. Собака такая. Ну, единственный плюс в том, что этот грунт нам нужно будет зачищать, и мы здесь заровняем. Но это дополнительная работа. Но я не думаю, что много. Главное, чтобы у нас не получилось протеров. Но в любом случае, это грунт, поэтому не страшно. Но вот если бы это была краска, это было бы все. Но, слава богу, это не краска. Надо будет зафиксировать, бо если краску я так сделаю, это будет трындец. Вот, в общем, да. Ну, короче, положили второй слой, опять 2 часа. Опять 2 часа надо ждать. Если кому интересно, что я делаю 2 часа до того, пока вот крашу, вот привожу в порядок машину вот эту вот на продажу. Nissan Altima SR комплектации. Да, сошла с конвейера, скоро идет на продажу. Итак, господа, после небольших выходных рыбалки нашей, в общем, сейчас приступаем к продолжению покраски нашей лодки.
Значит, вверх мы были покрасили, и здесь у нас есть некий момент, где я показывал, пытался полировать, здесь протер, прям протер. Поэтому здесь мы будем накидывать гель-код сверху. Нам приехал галлон целый. Вон он, наша банка под дверями, целый галлон. Нам нужно красить эту сторону, здесь зачищать и грунт, и мы здесь будем уже красить синим цветом. Все это в сегодняшнем видосе. Не переключайтесь, продолжаем нашу покраску лодки. Итак, ребят, лодка готова, все обмотано, распечатали краску. Вот такой вот у нас красивый голубоватый цвет будет. Значит, 2 к 1 мешаем. Avial Craft 2000 у нас мешается с конвертером 2 к 1. И также есть у нас еще редюсер, разбавитель, которым будем добавлять. Подготовил стаканчики, потому что краски прилично уйдет. Соответственно, буду, наверное, разливать по стаканам и просто по-быстрому менять в пистолете. Вот наш пистолет, в котором мы будем сейчас это все дело красить. В общем, сейчас буду колотить, мешать все. Так, ну что? Пистолет поднастроили. Красивый такой вот цвет. Будем сейчас пробовать наносить. Легкий слой. Красота! Огонь! Аж самому нравится. Первый слой, но очень красиво смотрится лодка, просто бомба. Идем вторую сторону. И смотрите, даже еще не закончил полностью открашивать эту банку. Итак, господа, у нас есть первый мокрый легкий слой, не сильно толстый. Пожалуйста, к вашему вниманию. Очень красиво получилось, очень нравится самому. Круто, не знаю, других слов не нахожу. Очень красивый цвет. Здесь у нас будут стоять хромированные каплеры, оно очень сочетаться будет классно. Но вообще пушка. Все будет блестеть, потому что окончательный слой будет хороший, мокрый. Значит, первый слой мы нанесли, теперь мы ждем 15-30, 15-40 минут, чтобы он подсох. Будем наносить второй слой. Еще минут 40 будем ждать после. Ну и последний, третий обязательно будем также наносить. Так что еще красить я с, скажем, 600 грамм краски покрасил весь борт. Круто. Вот вам и покрасил. Пошел дождь. Теперь пытаемся как-то сохранить, чтобы не попала сильно вода. Хотя вода уже вон попала. И заливает, короче, труба. Не удержала лодка, не удержала пленка наш барьер. В общем, я плюнул на все. Местами вода попала. Вот здесь по борту. Здесь капли. Очень надеюсь, что она высохла, я смогу это убрать безболезненно, но на самом деле не знаю. Очень расстроился, пленка все перепортилась, здесь все размокло. Спасибо тебе, погода, дала возможность покрасить все через одно место. Стихла буря, мы теперь взяли тряпочку, вот, ну, бумажную, и вот таким вот макаром берем губка и отмакиваем воду, которая попала на борт. В ту сторону второй слой кинули, а здесь теперь приходится убирать капли вот таким вот образом. По-другому ничего не придумаешь. Стихия подкинула нам работы. Очень надеюсь. У нас уже время вышло междуслойное. Нам уже давно надо было второй слой кидать. А в итоге мы над первым застряли. Но я очень надеюсь, что все будет good. Видите, сколько воды уже наточковал.
Здесь много местами. Хорошо, что она успела подсохнуть чуть-чуть, и вода не сделала кратеры. Иначе, если бы это было сразу после покраски, и вода сделала бы кратеры, это было бы epic fail. Мы бы вряд ли 2 слоями это все перекрыли, и эти кратеры было бы видно. Так вот с лаком такая история у меня как-то была, то я вот точно знаю, что это закончилось бы так. Так что хорошо, что успела подсохнуть. Ну что, друзья, вчера был тяжелый день. Вчера был очень тяжелый день с этой покраской, потому что дождь нам просто наломал нормально. Дрови по времени, по всему. Но, как видите, наш голубенький цвет сзади блестит. В общем, смотрите, какая получилась у нас красота. Акрил, все блестит. Есть шагрень. Ну, я не знаю, надо ли ее убирать или нет. Это все же лодка. Посмотрим. Баф, может быть, нужно будет сделать, полировочку кидануть. А может быть, и попробуем шлифануть. В общем, я еще не знаю, как и что. На этой стороне, может быть, местами где-то понадобится. Есть мошка. Вот. Но так вообще красота. Красота, пыли практически нету. Очень красиво получилось. Теперь что? Сейчас будем расчехлять и смотреть, как сочетается. Ну, короче, теперь самое классное. Снимать все и смотреть, что и как у нас получилось. Господа, барабанная дробь, мы наконец-то доделали лодку. Прошу любить и жаловать, наша вот карета, наше судно. Вот так вот мы выглядим теперь на сегодняшний день. В общем, все доустановлено, доделано. Какие-то есть мелочи, вот типа вот такого каплера, жду уже, как бы на это не обращаю внимания. Прикупили кое-какой став, значит, спиннинги. Прикупили и для средней, и для большой рыбалки. Это будем тестить уже на воде. Задницу здесь не докрасил, это тоже оставляю на выходные какие-то, когда будет время. Прикупили разделочную досточку вот здесь. Но это все уже буду показывать в видосе, когда спустимся на воду. А на воду мы спускаемся в следующем видео. Сегодня мы подготавливаем лодку и будем спускаться на воду. Там уже всю техничку расскажу, покажу, что есть, и будем вместе смотреть, потому что я сам тоже не сильно подкован, поэтому надо будет разобраться со всеми помпами, чтобы все работало, чтобы не уйти под воду. Вот, для того, чтобы таскать нашу лодку, пришлось в семью приобрести еще одного гиганта. Вот у нас F-150. Полный привод, заменили резину, потому что была плохая, он лифтовый на большой вот резине, мягенький. В общем, вот такой вот фордец был взят специально, исключительно только, чтобы таскать лодку. Что сказать еще, там есть какие-то моменты по датчикам, надо разобраться, но в целом он работает и все хорошо. Мы уже выезжали, Майк совсем дает привет. Мы уже выезжали, траекторию тут вылавливали, как выезжать хорошо с-под накрытия и выезжать потом со двора. Все уже проработано, чтобы не казаться в видосе совсем дилетантом, поэтому в следующем видосе спускаемся на воду и пробуем нашу лодку в деле. Ну а я с вами, ребят, буду прощаться. Кому интересны наши видосы, подписывайтесь на канал, потому что у нас уже стартует вода и мы начинаем рыбачить. Поэтому жду ваших комментариев, колокольчиков, лайков, подписки. Ну, а если что-то не нравится, можете и дизлайкнуть. Все, всем пока, до скорых встреч на новом видосе.